Сейчас по-любому в комментариях все начнут писать, что ой, таксист обиженный, не поздоровались с ним. Но если ты села в такси, не поздоровалась, мало ли о чем ты там задумалась, с тобой здороваются раз, второй раз, третий раз, и ты дожила своих лет, ты продолжаешь чать, но ты идешь и сразу завизжала: эй, мужчина, вы серьезно? Я поздоровалась, извините. Сразу завизжала, тварь. У меня лично так, если со мной там не здороваются, я не везу. Идешь. Продолжается история с VPN-ами. Советы МВД дает по VPN-ам, как это не забавно, подтверждая мою версию, о которой я обязательно скажу. Похищение из Херсона, рейд на мигрантов, конфликт в такси. Ну, соответственно, все с теми же, с кем и рейды. Давайте пройдемся подробнее. Не забудьте подписки и распространение. Ваши комментарии крайне полезны для понимания акцентов. Начнем с МВД, которое предупредило россиян о рисках при скачивании VPN. В управлении по борьбе с противоправным использованием различных инструментов рассказали, что под видом бесплатного VPN мошенники ставят на устройство вредоносное ПО. И, кстати говоря, это чистая правда. Дело в том, что сейчас очень много блогеров, я замечаю, рекомендуют, рекламу проводят VPN-ов. Я уже как-то делал разбор о том, что достаточно опасная штука. По крайней мере, вы должны быть готовы, скажем так, относиться критически к тому, кто вам рекомендует использовать те или иные способы обхода блокировок. Дело в том, что сам VPN, он может оказаться тем мостиком к истине и правде, к публикациям, до которых вы хотите добраться, но он же может стать помощником тех, кто вам что-то запрещает. Потому что если в него внедрить дополнительное определенное программное обеспечение, скажем так, определенные протоколы, то он может что-то закрывать. Что-то вы можете не найти сайт и подумаете, что его нет. Больше того, он может подменять информацию. Вы через него куда-то заходите, а сайт заблокирован, пишет. Заблокирован, вы так думаете. Заблокировали сайт. Или владельцы сайта посыпали голову пеплом, разбежались там, я не знаю, и уплыли на яхте. И вы будете это воспринимать как данность, то есть он вас будет еще и вводить в заблуждение. К чему это ведет? К тому, что надо быть крайне внимательным. Но опять же, можно сделать этот разбор поподробнее, если хотите, пишите в комментариях. Самое главное, что этого может и не быть. VPN должен быть чистым от каких-то внедренных протоколов, а для этого вы должны, в принципе, доверять тому, кто вам их предлагает. Если вы видите какого-нибудь человека, который, может быть, не чист на руку, может быть, уже шел на сделку с совестью, либо с теми, кто предлагал какие-то финансы, может быть, какой-нибудь блогер, который совершенно ни на чем не обоснованно вставал на защиту, скажем так, просто, например, в Сибири скот забивали. И одна из таких ключевых версий с точки зрения логики, что это делается в интересах Мираторга. Мираторг довольно серьезная компания, которая работает на международный рынок, и у нее много денег. И она, в принципе, гипотетически могла бы проплатить какого-нибудь блогера, который даже великий оппозиционер, против, например, России. Но он возьмет и скажет, что в России был ящер. Возьмет и скажет. И вы так, наверное, ящер, да, вроде бы как жестко, но в принципе-то в наших интересах, во всех интересах, так что и вроде как и оправдали, и к Мираторгу уже нет вопросов. Вот такой легкий проброс. Я это к чему? Может быть так, может быть не так. Я как раз ни на чем не настаиваю, но как только я вижу некоторую непоследовательность в навязывании тех или иных идей, снижается мое доверие блогеру. И вот я вам рекомендую идти по тому же пути. Как только начинаются какие-то сомнительные вещи, уж по крайней мере из рук этого блогера, я бы задумался, брать ли какое-нибудь то самое программное обеспечение или тот самый VPN, потому что, возможно, вы как раз возьмете тот, который нужен для того, чтобы вы получали нужную информацию в дальнейшем. Вот то, на чем я хотел остановиться, о чем я и говорил, и, собственно говоря, это, наверное, и все. А здесь МВД могу похвалить, потому что они честно говорят, да, там можно внедрять. Но они о своем говорят, а вы, рекомендую, услышьте главное. Такое ПО может получить доступ к СМС, да ко всему может. Пуш-уведомлениям и данным банковских карт, абсолютно правда. МВД просоветовало скачивать сервисы только из официальных магазинов. Те, которые они вам будут рекомендовать, либо, это моя версия, либо через правильных, скажем так, блогеров. Но, впрочем, главное это быть критичным и пытаться самому что-то найти, а не хватать все, что вам предложат. Это, опять же, мой совет. Тем временем девочку из оккупированного Херсона вывезли на территорию России в 2022 году. Сейчас это тоже поднимаются эти кейсы и вопросы, потому что не могут в Украину вернуть тех детей, которых оттуда забирали.
Дело не в том, что даже их спасали или не спасали, это такой часто спекулятивный момент, да, ну зеленые коридоры, они должны быть, что спасти надо мирное население, но Украина ставит, и Украина, и в принципе международное сообщество ставит вину России не то, что спасали, а то, что в дальнейшем не отдают, пытаясь поменять у человека самоидентификацию, чтобы он считал себя русским, и у этого есть как бы такой дальний прицел, чтобы этот человек в дальнейшем мог быть репатриантом, мог претендовать на такую-то территорию, где он родился, но говорят, что он русский. То есть те самые территории, которые Россия назвала своей, да, те, которые, не знаю, можно назвать их спорными, можно сказать, что Украина считает своими, там, не знаю, Донбасс. Человек, который там родился, будет говорить, я русский, это русская земля. И как это делается? Ну вот, в принципе, вот этот кейс подходит под то, чтобы объяснить, как это работает. Сейчас она живет в семье, связанной с политиком Сергеем Мироновым, и получила новое имя и документы. Ее не возвращают, у нее мать есть, но ее туда не возвращают. Вот в чем, просто некоторые спекулируют на этом. Ключ в том, что ее не возвращают. Спасли? Ну, спасибо вам, что спасли, давайте домой ее. Значит, имя и документы. По данным расследований, в вывозе участвовали жена Миронова Инна Варламова. Вот не надо подменять это. Вывезли, все, спасли, спасибо. Варламова молодец, возвращай обратно. И уполномоченная по правам человека Яна Лантаратова. Родная приемная мама девочки, родная. Дарина Репина пыталась оформить опеку и с 22 года борется за возвращение дочери, подает запросы, обращается к властям и пишет письма ребенку. Корреспондентка «Новой Европы» взяла у Репиной интервью, ну и, соответственно, подмосковная полиция тем временем выявила 277 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства в Одинцовском округе. Это достаточно регулярные такие новости, что называется, по палочной системе, то есть такая подотчет, вот мы кого-то там находим. При этом надо не забывать, что миграционная политика совершенно не разработана, сами мигранты живут в нечеловеческих условиях, условно подталкиваемые к правонарушениям, потому что они в режиме выживания. Завозят их по миллиону в месяц, как говорил сам же Бастрыкин, это признавал, но при этом все время какие-то рейды, и еще и на них же отыгрываются, что какая-то работа ведется. Короче говоря, полный бардак, как по мне. Рейд провели на стройках и в общественном питании в рамках операции «Антикриминал». То есть завезли миллион в месяц, завозят. Еще раз, парадокс в том, что силовые структуры, глава одной из самых достаточно ведущих силовых структур Следственного комитета Бастрыкин, говорит о том, что он не успевает проверять. А это путь к криминалу. Обращается в сторону Госдумы. С тех пор ничего не изменилось, а это было в 2024 году. Составлено 298 протоколов, 269 за нарушение режима пребывания. Следующий вопрос должен быть не к мигрантам, я не знаю, не к тем странам, из которых они приехали, а в МВД. МВД должны задать вопрос, а как это все работает, да, то есть, а почему? Миграционная политика это вообще в ведении МВД, но с другой стороны не так давно было принято решение, чтобы МВД Таджикистана организовать на территории Российской Федерации, я даже комментировать уже не буду в очередной раз, поэтому что, куда и кому какие вопросы вообще задавать. 25 за незаконную трудовую деятельность, 4 за уклонение от исполнения административного законодательства, на нарушителей наложены штрафы от 5000 рублей и планируется выдворение. Полиция ищет работодателя, но это решать, наверное, будут уже МВД Таджикистана на территории Российской Федерации. Не знаю, как все это работает. Привлекавших мигрантов незаконно. В Санкт-Петербурге тем временем таксист показал, как надо жить, и действовать, работать и обслуживать клиентов. Вступил в конфликт с пассажиркой, недовольный тем, что она не поздоровалась. Она была немая. Водитель записал и выложил ролик, в котором оскорблял женщину. Представляете? Публика резко отреагировала, многие выступили в защиту пассажирки. Многие. Представляете, это еще как-то обсуждается. И требуют найти и наказать водителя. По делу идет общественное обсуждение в соцсетях на данный момент. Насчет того, что она была немая, я, конечно же, от себя это добавил. Она не немая, она с ним разговаривает. Но парадокс ситуации в том, что он потом хвастается, что он не везет тех, кто с ним не здоровается. Смотрите, есть, я сам в такси работал, я вам скажу, что есть, например, определенные программы в приложении, когда вы заказываете, тогда приезжает вообще
вообще лучший водитель, ну, видимо, не этот, хотя я не знаю, это перевозка, например, несовершеннолетних. То есть человек должен доверять водителю. И вы представляете, то есть несовершеннолетний сядет, и он должен с ним поздороваться, он ему ничего не должен, он должен сидеть молча и не общаться с посторонним, с чужими. Больше того, есть люди, которые в принципе не общаются с чужими, и таких очень много. Есть религиозные некоторые течения, которые не общаются с чужими. Есть человек в плохом настроении, есть человек, у которого беда горя, ему вообще не надо, ему надо, чтобы это было, может быть, как Илон Маск изобретает, чтобы это было автопилот такси. В автопилоте с кем здороваться? Вот этот приехал вчера, я не знаю кого там, может быть, где-то у себя на родине пас барашков, приехал, с ним все должны здороваться. У него какой-то дефицит общения, что ли. Серьезно, меня это страшно возмущает не потому, что надо или не надо здороваться. Ну, здоровья всем желаю, я вам всем желаю здоровья, дай бог, мои дорогие. Но я не очень понимаю, почему он это навязывает. Ведь у него самое главное то, что он навязывает, то, что он говорит «я». Вы понимаете, я не знаю так по внешнему виду, то ли мусульманин или нет, но у мусульман, да и вот во всех религиях, нельзя, это гордыня. Это гордыня, не должно твое отношение с «я». Это эго, ты больной, вот так хочется ему сказать, потому что все должно начинаться с того, что все равенство, у всех равные совершенно права и отношения. Может быть, человек с тобой поздоровался тайным знаком, потому что в его, там, не знаю, каком-нибудь субкультуре так принято, а ты ему не ответил. Я просто, как он это себе представляет? Люди разные. С ним что, и все, и дети чужие с ним должны здороваться, чужие жены, там, не знаю, мужья. И опять же, да, и ситуации бывают разные. А человек убит горем, то есть он его высадит, потому что с ним не поздоровался. Для меня это совершенно аномально. Еще раз повторяю, потому что, конечно же, вежливость никто не отменял, она хороша, она полезна, но он это ставит в формат абсолютного навязывания, возвеличивания себя. То есть у него идет, по-моему, вот как мне это показалось, с манией величия. Это он решает. Сегодня он решил, вы с ним должны здороваться, завтра он решит, что его поцеловать должны. То есть это он просто сидит и решает, при том, что платите за дорогу вы. Вы платите, а он решает, будете вы здороваться или нет. Я вообще не понимаю, как это работает. В России есть кто-то? Как это работает? Расскажите, пожалуйста. Берегите себя, будьте осторожны. Вежливость хороша, но это не вежливость. Это не вежливость. Это когда вас в концлагере ставят на колени и говорят, молитесь на меня, это не вежливость. Это не величие. Через силу не бывает уважения, сладкий наш. Тебе уже не хочется, вот мое мнение, я ему не хочу желать никакого хорошего дня, я хочу, чтобы его уволили. А это, наверное, не очень хорошо будет для него день. Поэтому здоровья ему пожелать. Ну, здоровья всем желаю, да, как бы, это из другой области. Но опять же, в разных языках поздороваться, ведь это не всегда здоровье желать. На каком языке с ним поздороваться? Он на всех поймет. Сядет американец, там, хай скажет. Это вообще не здоровье. А может, не скажет. Что ему надо-то вообще? Ему что надо-то? Вот вопрос. И какие у него проблемы? Тоже вопрос.